очень сильно переживаю, потому что я мечтала с ней познакомиться, наверное, около 5 лет. Привет, я тебя сразу узнала. Мой нос, конечно, я была в шоке, я была расстроена. Я же думала, у меня такой, как у всех, ровненький, хороший, а у меня был большой нос. Я это с детства заметила. В 58 лет я поняла, что моя жизнь только начинается. Изменилась, конечно, ну, короче, не знаю, боюсь. Just like, wow. Да, я считаю, что успешно. И почему я не сделала это раньше? Привет! Мы начинаем наше видео сегодня не с клиники и не с кабинета доктора, а с улицы, потому что я сейчас уже 30 минут жду нашу пациентку. И вы знаете, я так сильно волнуюсь, потому что сегодня, прям очень уникальная пациентка. Я знаю ее уже больше 5 лет, но мы с ней знакомы в онлайне. Когда-то я у нее покупала рекламу, так мы с ней познакомились, потом ее подписчики стали приезжать к нам на операцию, они стали советовать ее ей, мне. И, в общем, мы заобщались, разобщались и вот так вот дружили в онлайне, как это люди делают уже в наше современное время. И недавно, буквально 2 месяца назад, мне утром приходит сообщение в Телеграм: «Танечка, привет, я сегодня утром проснулась, и мне кажется, что я хочу сделать ринопластику». И я такая: неужели? Вот это поворот! Я не могла поверить, потому что я так мечтала с ней встретиться, потому что есть люди, которые тебя очень сильно вдохновляют, и есть люди, которые являются, наверное, моделью поведения для меня. Так вот, ее позиция, ее политическая позиция, ее жизненная позиция, просто я считаю, это пример для подражания, поэтому я очень сильно жду, чтобы с ней познакомиться, потому что она приехала к нам на ринопластику в Стамбул. Ну что, готовы встретить ее? Пойдемте, сейчас транспорт подъедет. Ой, я реально переживаю. Здравствуйте, Алена. Ну давайте обниматься. Привет, я тебя сразу узнала. Привет. Так, это Виолетта. Она наш твой менеджер и Катя. Да. Ну все, идемте тогда, да? Да. Когда я была в подростковом возрасте и в зеркало, в трильяж, знаете, такие трильяжи были в Советском Союзе, увидела впервые мой нос, конечно, я была в шоке, я была расстроена. Я же думала, у меня такой, как у всех, ровненький, хороший, а у меня был большой нос. Я это с детства заметила. И, конечно, очень хотелось его всегда исправить, но руки не доходили. И как-то вот, в Советском Союзе кто там исправлял свои носы? А потом вроде как думаешь, да куда тебе в 40 лет уже исправлять, и в 50 лет куда тебе уже исправлять? Но вот в 58 лет я поняла, что моя жизнь только начинается. Всегда с детства я плохо дышала. 3 года назад, когда ты уже с возрастом начинаешь спать не deep, я пошла к доктору. Sleeping study я сделала перед приездом. Sleep apnea нет. Я делала встречу с лор-врачом, но перегородка искривлена вправо. Скорее всего, с рождения. У меня был очень интересный разговор с моим лор-врачом. Он закончил Стэнфорд, Гарвард, Дюк, то есть очень experienced. Когда он узнал, что я еду в Турцию, он полностью поддержал меня. Да, доктор говорит, отлично, потому что мы именно действительно сделаем хорошие носы. Да, он сказал правильно. И еще он сказал, всю свою жизнь, он говорит, я исправлял женщинам перегородки, потому что он не пластический хирург. И каждая женщина, которой я исправлял перегородку, жалела, что она не сделала одновременно и нос. Почему вы решили именно в Турцию? Не в США, не в какую-то другую страну? Далековато объективно. Таня, сколько лет мы знакомы? Я сегодня думаю, мне кажется, что 5. Я почему-то так решила, что 5. Да, я тоже думаю, лет 5-6. И из-за тебя я и приехала в Турцию. Но я должна сказать, была бы ты где-то в Корее, и тогда я бы поехала в Корею. Когда я первый раз рассказала про тебя, это было лет 5-6 назад, мои девочки к тебе поехали. И потом мне написали, что им очень понравилось, все было очень хорошо. Да, реально писали, да. Значит, это отложилось тогда у меня. А потом мы с тобой так хорошо общались все эти годы. А когда началась война, мы с тобой на одной стороне, что для меня тоже очень важно. И следя за твоим блогом, видя все то, что ты делаешь, видя результаты, у меня сразу, так, я должна сделать эту перегородку и нос, я звоню Тане. Да, так и было. Я утром такая помню, да. сообщение, думаю,
Да. Даже шок был. Думаю, неужели мы познакомимся? Да. Смотрите, как получилось. Я проснулась утром, это был май месяц. Я поняла, я так больше не могу. Я больше не могу, потому что я не сплю ночами, я просыпаюсь из-за этой перегородки, я сама себя бужу. И я думаю, так, мне надо исправить. И я вот лежа в кровати, Таня, я написала тебе сообщение. Таня, пожалуйста, говорит, давай сделаем это. Ну, а как мы доктора выбирали, можете рассказать? Как так? У нас такая интересная история с вами получилась. Все рассказывать? Ну, да, о чем? Хорошо. Таня прислала мне нескольких докторов. Вот я здесь хочу остановиться и дать советы девочкам. Потому что я сразу посмотрела и выбрала доктора. Вот так, сразу, буквально через 10 минут, да? Да, выбрала доктора, дочке отправила фотографии работ доктора. Все, я беру этого. Потом дочка мне так аккуратно пишет. Ты уверена? Смотри, чтобы он тебе не сделал маленький носик. Он хороший доктор. Все его любят, обожают. Но к нему приезжают молоденькие, красивые девочки, модельной внешности. И они все хотят маленькие носики. У них у всех маленькие носики, маленькие, очень красивые носики. Но я так подумала, что я до 57 лет жила со своим большим носом. Если он мне сделает маленький носик, то это будет немножко для меня... Ну, в общем, короче говоря, я через несколько дней, это взяло мне 2-3 дня, понять, разобраться, стать смотреть работы других докторов. И вот когда я уже поняла, что я хочу, я говорю, Таня, давай, наверное, возьмем другого доктора. И мы взяли доктора Ирен Гемзе, доктор женщина. Что-то для меня я хорошо отнеслась к тому, что она женщина. Да, как-то так, мне кажется, если уже женщина пошла в такое дело, что нос, то она знает, что она делает. Второе, мне очень понравилось, мне зашло, когда мне Таня рассказывала, что у нее был большой опыт работы в клинике. Это как типа государственная клиника, да? Ну нет, это клиника пластической хирургии, где она только вот этим и занималась, причем очень долго и много. И она делала буквально чуть ли не 3 операции в день. То есть я понимала, что если у человека есть уже такой опыт, то там уже она много что видела. Конечно, я видела ее работы. Мне понравилось, что там были разные варианты. Мне понравилось, что она делает сложные носы. И мужские носы она делает. Это мне очень понравилось. Если что, Таня, ты потом вырежешь, но я должна это сказать. Мне понравилось, что у доктора ее свой собственный носик, не маленький, не курносый носик. Потому что если человек, то есть она сама с носиком не маленьким, она сделает мне не маленький. Потому что я не хочу маленький носик. Интересно, все хотят, а вы наоборот. Ну, слушай, 57 лет. Да, мне скоро будет 58, поэтому я буду здесь говорить 50, 57, 58, не пугайте. 57 лет, я уже была с большим носом. Еще я тебе хочу рассказать такую вещь. Таня мне рассказывала, сразу мне начала рассказывать, что с возрастом носики у женщин идут вот сюда вниз. И когда она мне это рассказывала, вот что значит, как мы себя видим, да? Я такая, не может быть, мой нос вниз не пошел, ни в коем случае. Проходит какое-то время, да, я там смотрю. Фотографии достали? Нет, Джим сфоткал меня недавно. И я смотрю, мой нос настолько вниз, а я до этого вообще не замечала. То есть прямо в последние дни я уже просто не могла дождаться, я всегда хотела исправить нос. И в этом возрасте мы и так плохо спим. А из-за искривленной перегородки мы спим еще хуже, вот именно сейчас. Подумайте, может быть, вам имеет смысл поехать и исправить нос, даже если вам под 60. Вот это вот уйдет. Таня, сколько лет у меня уйдет? 10-15, если уйдет вот этот вот вниз нос? Существенно уйдет, вы увидите. Существенно уйдет, да, вот. Потому что опущенный кончик, он всегда добавляет возраст, именно потому что с возрастом он опускается. Люди молодеют, лица молодеют. Кстати, еще то, что ты мне прислала 2D, что доктор сделала мне, это тоже мне очень так понравилось. То есть уже я вижу этот нос, который будет. Да, когда я показала Джиму, я ему не показывала, я просто говорила, нос исправится и все. А сейчас уже перед отъездом. Он такой, вау, это будет вот так? Я говорю, да. Мои ожидания иметь почти такой же нос, как у меня и был, не с кончиком вниз, убрать вот эту горбинку. Но я понимаю, что для этих ожиданий мне нужно будет пройти через несколько месяцев отека, паники по поводу того, что нос будет разный, меняться. Я уже Джиму даже говорила, что нос будет меняться в течение нескольких месяцев. Он говорит, что? Я говорю, да, ты проснешься один день, у меня он вот так, второй день он у меня вот так. Он такой, боже. In Turkey, I drink coffee, and all these cups are like small. Yes, it's the Turkish coffee. This is for American coffee. yeah, Melbourne Beach. Oh, perfect. Thank you. We are famous for surfing
And for... Когда мы договорились с Таней, что я прилетаю, когда я купила билеты, я ей написала: Тань, не надо меня встречать, я сама возьму такси в аэропорте, сама прилечу в гостиницу, приеду в госпиталь. И она такая: нет, даже не думай, у нас есть трансфер, у нас все организовано, все будет на высшем уровне. И вы знаете, так и оказалось. Я прилетела, меня уже ждет вот такой шикарный лимузин. На этом лимузине меня привезли в гостиницу. На следующий день лимузин забрал из гостиницы, привез меня на встречу с врачом. В общем, все идет идеально. Идеально. Мы уже пришли сегодня на второй контроль. Сегодня у нас контроль у Алены. Мы сделали ринопластику, как вы помните, снимаем все силиконовые сплинты. И еще одна дополнительная небольшая манипуляция. Все спрашивают у меня, болит или нет, сколько дней болела, но не болела. Первые 1,5 дня мне в больнице кололи обезболивающие, а потом я приехала в гостиницу и принципиально решила таблетки не принимать до того момента, когда не почувствую, что они мне нужны. Лед прикладывала каждый час по 10-15 минут, потом 40 минут перерыва. Прямо заказывала, звонила я на рум-сервис, они мне приносили. Я очень рада, что выбрала очень хороший отель. И всем советую, если будете приезжать в Турцию, возьмите самый лучший отель. Вот это самое важное. Буквально в конце 3-го дня я пошла на дорожку в зал, там прохладненько было. Я очень медленно, дорожка не значит, что вы должны там бежать. Но я ходила, и это тоже мне очень помогло, потому что в Стамбуле жарко сейчас. Ну, все делала то, что говорили, таблеточки пила, все, что нужно делала. Ну, вот такая красивая теперь сижу. Я не показывала никому ничего. Я не показывала, изменилась, конечно, не знаю, боюсь. Это страшно. Это реально страшно. Девочки, помните, подняты. I know. А у вас это чуть-чуть лучше тень? It's okay. Yeah. Но если опустится, будет хороший. Отечный мне нормально. Это нормальная длина. Да, я понимаю, что кончик носа еще опустится. Я еще 2 месяца буду ходить вот с этими какими-то штучками. Ну, я буду их снимать, если я хожу в магазин или еще куда-то. Но дома буду с ними. Все будет нормально. Это уже видно. Все, нос ровный. Шрамиков вот этих маленьких практически не видно. И, конечно, я хочу сказать то, что организация была просто на офигенном уровне. Ну, все, чух-чух-чух-чух-чух. Ты не успеешь подумать об этом. А тебе уже сказали, прислали, что сделать. Трансфер приехал, тебе сказали, если у меня какие-то возникали вопросы, где торговый центр? Джим футболки попросил. Упс, прислали. Самый ближайший от моей гостиницы. Где это? Упс, прислали. Я после наркоза, когда выехала из больницы, у меня была своя шиза, мне хотелось ананаса. Ну дайте ананаса мне, дайте ананаса. Чум? Мне Таня пишет, там вам пакетик в гостинице, там пакетик на ресепшене. Прихожу, ананас от Тани. Вы не говорили дать ананас? Я тебе не говорила, дай ананаса. Я где ананас? Я хочу ананас. Да кто же мне сделает ананас? Классно. Звоните Тане, пишите и задавайте вопросы. Вот, все, что вам нужно сделать, это задать ей вопрос. Не мне, а то мне девочки пишут в директ. Алена, сколько стоила операция, чтобы понимать, задавать этот вопрос или нет. Ребята, у каждого из вас будет своя стоимость операции, потому что это зависит, что именно вы хотите сделать, у какого врача, какие там еще, там очень много всевозможных нюансов. Поэтому вы задайте вопрос, скажите, какой у вас бюджет, и обсудите это с Таней. Например, если не дотягиваете вы пока, вы понимаете, к чему вам примерно стремиться. Если, я уверена, для большинства Таня найдет тот бюджет, который вас устраивает.
плюс качество. Эй, алло, бюджет плюс качество. Или я бы так сказала, качество работы и бюджет. Ну, а американцы, послушайте, поверьте мне, прилетите сюда лучше. Мне писали девочки, что в Нью-Йорке им за ринопластику одной сказали $15 тысяч, а второй 18. Ну, что я могу сказать? Сделаете ринопластику в Турции, сделают лучше 100%, и прилетите, и в гостинице в хорошей остановитесь, и город посмотрите, и все равно это будет дешевле. Я так и написала девочкам, в 3 раза будет дешевле. Эксперимент успешный, что ли? Да, я считаю, что успешный. И почему я не сделала это раньше? Сегодня месяц и 3 дня после риносептопластики. Отеки все меньше и меньше. Вот уже носогубки появились. А еще, знаете что? Теперь, когда я смотрю на себя в профиль, я уже заметила, как вот здесь появился прогибчик, как носик вот здесь пошел вниз. Когда через 7 дней после операции сняли каст, нос вначале шел вот как будто бы отсюда. Все, уже он опустился. Ну, я, конечно, понимала, что он опустится. А теперь еще ждем, когда опустится кончик носа. Вот когда еще кончик носа опустится, и чуть-чуть вот здесь припухлость уйдет, вот тогда уже все будет идеально. Я очень рада, что поехала и сделала эту операцию. Во-первых, я дышу. У меня такое дыхание. Вы знаете, у меня столько кислорода поступает в мозг. У меня такое хорошее настроение. Я так хорошо сплю. А теперь еще идут изменения во внешности, которые мне нравятся. Ну, в общем, я на 7-м небе от счастья, что я все это сделала. Конечно, нужно было делать это раньше, не тянуть до такого возраста. Но ничего, я все равно рада, что рано или поздно, но я все-таки к этому пришла. Спасибо моему доктору, спасибо Global Medic за все то, что они сделали для меня, за всю эту прекрасную организацию. Знаете, что я теперь рассматриваю? Теперь я рассматриваю подтяжку лица. Так что я думаю, мы еще с вами встретимся. Do you like my new nose? I do. I like your new nose. I like you parting your hair in the middle too. It's a new look. It's cute. Итак, Алене сделали нос, а Джиму можем волосы пересадить. Ждите следующую серию. Да? Да? Да. What did I just agree to? Говорит, на что я согласился? О!